Друзья, всем привет! В 2023 году у нашей команды состоялся непростой логистический проект, где мы использовали два вида транспорта – наземный и водный. Основной задачей проекта было доставить с одного завода на другой турбину габаритами 9,5 на 6,2 на 6,9 метра массой 150 тонн. И генератор габаритами 6,4 на 5,2 на 4,5 метра массой 130 тонн. Задача была непростая, поскольку точных дат готовности грузов не было. При этом нам нужно было заранее подготовить транспорт с модульными системами, плавкран, буксир, подготовить необходимые документации и получить согласование со всеми сторонами перевозки. Одна из главных сложностей, с которой мы столкнулись, возникла на моменте участия в тендере. Выяснилось, что плавкран «Богатырь-4», приписанный к порту Санкт-Петербург, вышел из строя и встает в док на ремонт. Поэтому нам в срочном порядке пришлось искать альтернативу, обусловленную высотой прохода судна под ЗСД. Подходящим плавкраном был «Богатырь-6» со стрелой грузоподъемностью 300 тонн, который находился в Выборге. Мы провели переговоры с Выборгским судостроительным заводом, а также нашли буксир, отвечающий их характеристикам для морской буксировки плавкрана. Как оказалось впоследствии, «Богатырь-6» также имел проблемы со стрелой. Требовалось освидетельствование и отметки морского регистра, без которого плавкран не мог выйти из порта Выборг, а мы не могли застраховать груз. Помимо этого мы столкнулись с непогодой. Порой ветра достигали 25 метров в секунду. Буксир шел до Выборга около суток и далее стоял там еще 2 дня, пока не был разрешен выход из порта. Время перехода по Финскому заливу было сокращено благодаря найму профессиональной команды лоцманов. Тем временем оборудование было погружено на модульную систему в цеху завода и упаковано тентом от дождя за 3,5 часа. После этого состоялась подача транспорта с грузом на арендованный нами причал, на котором ожидание плавкрана составило 3 суток. Благодаря усилиям всех сторон были получены все необходимые согласования для выхода плавкрана на завод-отправитель, а также произведено страхование грузов. Погрузо-разгрузочные работы прошли достаточно быстро. Переход к заводу-получателю по акватории Невы составил 1,5 часа. Далее состоялась швартовка, выгрузка, упаковка оборудования, которые заняли еще 3,5 часа. Лично для меня это невероятный опыт, благодаря которому я узнал много интересных нюансов проектной логистики. Познакомился с большим количеством новых людей, от руководства заводов до сервиеров. Команда АСТ отвечает за результаты своей работы и в очередной раз показала профессионализм, готовность справиться с любой задачей по транспортировке крупногабаритного тяжеловесного груза. АСТ+, мы делаем сложный мир перевозок легких.